Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я к вам вот с такой весенне-летней новинкой. Очаровательный жакет, кардиган, как угодно его можно называть, из полухлопковой пряжи. Предлагаю его вязать. И одно целое название у меня «Открываемся в весне». Да? Такой весенний-летний кардиган, я думаю, будет всегда востребовано в гардеробе любой женщины. Его можно связать на любой размер и на любой возраст. Универсальный узор, простой. У нас идут жгуты с такими очаровательными вертикальными ажурными дырочками. Да? Вяжется очень просто и такой красивый, девочки. Сама нежность, само очарование весны, лета. То есть и под платье, и под брюки, и вяжется легко, и цвет красивый, приятный, белый, да, нарядный такой получается вариант. Можно, конечно, цвет взять какой-то там нежно-салатовый или нежно-лимонный, да, то есть такие тона использовать нежные. В общем, девочки, я долго расхваливать эту красоту не буду, потому что красота, она сама за себя все говорит, да. Ну, а мы сейчас будем с вами делать описание, составлять по вязанию этой красоты на размеры российские 42, 44, 46, 48 и 50, 52. У нас с вами будет полноценный разбор проекта, выбор пряжи, спиц, будем вязать образец, конкретную плотность считать, и с помощью этой плотности мы с вами будем составлять описание на выше озвученные размеры. Итак, давайте полистаем, приблизимся, как всегда, пройдемся детально по данной модельке. Посмотрите, ну, тут, конечно, мало что видно, могу приблизить. Мы сейчас более крупные найдем картиночки, очень эффектно это все смотрится и на молодую девушку, и на девушку постарше, да, будет. Смотрите, спиночка у нас тоже, давайте приблизим, посмотрите. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Значит, у нас с вами конструктивно детали вяжутся раздельно. Можно, конечно, связать до проймы одним полотном, а затем перейти на раздельные детали. Но я буду сегодня, как обычно в классике вяжут, спинка отдельно, полочки отдельно, рукава отдельно, все сшивается. У нас есть нижняя планка, резинкой 1 на 1 связана. Вот, у нас есть с вами цельновязанная планка. Вот здесь давайте приблизим, посмотрим детально. Посмотрите. Видите, цельновязанная планка платочной вязкой связана, да, причем начинается она с самого низа. Ну, можно здесь резинкой сделать и начать вот отсюда, где начинается узор. То есть это по вашему желанию, мои дорогие. У нас 4 пуговицы предусмотрено. При вязании сразу предусматривайте через равное расстояние эти отверстия. Вот узор наш здесь очень хорошо виден, да, на такие красивые жгуты и вот эти отверстия, дырочки. Я схему составила, не составит вам труда связать по этой схеме. Очень все логично. Обращаю ваше внимание, здесь очень вот тоже хорошо видно, как здесь повернута лицевая, да, все я сымитировала, все точно воспроизвела, как в оригинале. Так, давайте, это мы посмотрели, Так, спиночку не посмотрели. Спиночку, давайте приблизим спиночку. Так, у нас с вами конструктивно будет все описано, как вязать, да. Хотела бы подчеркнуть, цельновязанная планка продолжается вязаться по спинке, пришивается в процессе уже сборки, она вяжется отдельно уже от наших полочек и вяжется на высоту 11 сантиметров. И здесь идет шов посередине и шов аккуратный к вырезу горловины спинки. Вот. У нас спущенный рукав. Здесь можно сделать классику, но тогда у вас, в общем-то,
надо будет предусмотреть, чтобы на косы там что-то не нашло, да. Ну, в общем, ничего здесь нет сверхъестественного, сложного. Мы все сегодня преодолеем, все рассчитаем. Итак, приступаем с вами к выбору пряжи. Девочки, для вязания этого кардигана я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Pratica. Это турецкая пряжа, метраж и состав. 55% у нас с вами хлопок и 45% акрил. Цвет у меня белый, такой даже молочный, я бы так сказала, 62. В 100 грамм 220 метров. Вот такой вот шикарная пряжа. Очень хорошая скруточка, ниточка. Очень удобно вязать. И вот так смотрится наш узор. Значит, номер 4 спицы я использовала. Наш узор вот таким образом смотрится. Вот такие красивые у нас получаются ажурные дырочки между косами, как в оригинале. Постаралась точь-в-точь попасть. Ну и наши сами косы очень оригинальные, тоже очень симпатичные. Очень приятно вязать. Такая какая-то, знаете, шелковистость присутствует в вязаном полотне. И, в общем-то, приятный узор. Красивый, приятный весенний, летний узор, я считаю. Косы всегда модные, всегда востребованы, всегда очень эффектно выглядящий красивый узор. Давайте с вами сейчас посмотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Значит, 9 петель занимает у нас с вами раппорт узора. Начинается вот отсюда и вот до сюда заканчивается. Эти вот 3 петли крайне левые, это петли симметрии идут. Пустая клеточка у нас лицевая петля считается, горизонтальная черточка изнаночная. Ну, здесь вот еще лицевую я сделала как вертикальная черточка, чтобы понятно было. И вот этот треугольничек с горизонтальной черточкой внутри. Это 2 вместе, 1 изнаночная. Ну и круг, соответственно, накид. У нас 8 рядов в высоту составляет вязание этого раппорта. И мы с вами сегодня его свяжем. Так, далее у нас идет с вами выкройка. Вот так выглядит у нас выкройка. Размеры я здесь не поставила. Мы все размеры смотрим с вами в расчетной части. Я там рисую, поясняю, все схематично, узоры располагаю. Вот. И в итоге у нас получается вот такое описание. Вот такое описание, которое я выкладываю под видео. Читайте внимательно. Здесь инструкция подробнейшим образом составлена. Смотрите, спицы, наверное, у нас будут использоваться все-таки 3,5, я думаю. Это у меня старое описание, я не исправила спицы. И вязать мы будем основное полотно спицами номер 4. Так, это мы вносим корректировочки. Так, ну и все остальные циферки, вот эти, я вам сегодня в расчетной части объясню, откуда они взялись. Все. Это понятно, да? Как скос сформировать по вырезу горловины, как скос рукава сформировать, все объясню детально в расчетной части. После того, как свяжем образец, рассчитаем плотность, идет расчетная часть. То есть это конец видео. Кто не знает, кто новичок пока еще на моем канале. Ну а сейчас приступаем к вязанию образца узора. Девочки, для вязания образца я набрала 32 петли. Раппорт у нас 9 петель в ширину составляет. И у меня еще будут использоваться 3 петли для симметрии, 2 кромочные. А так здесь 3 раппорта. И вяжем с вами первый ряд. Кромочную сняли, вяжем 2 вместе, 1 изнаночной. Девочки, здесь я вот в таком случае, мне так удобнее, вот эту лицевую, сейчас я меняю местами, просто развернула по-другому. В общем, вяжем, первая петля у нас 2 вместе, 1 изнаночной. Так, затем делаем накид, 1 изнаночная. Далее у нас 6 петель идет косые. Мы провязываем их в первом ряду, как 6 лицевых. Все, раппорт связан. Вяжем второй раппорт также. 2 вместе, 1 изнаночной.
накид, изнаночная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали второй раппорт. Вяжем третий раппорт. 2 вместе, одной изнаночной. Накид, изнаночная. И далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали третий раппорт. И у нас осталось для симметрии 3 петли. Мы вяжем их также. 2 вместе, одной изнаночной. Накид, изнаночная. Кромочная тоже вяжется изнаночной. Связали первый ряд. Все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Накид у нас с вами провязывается изнаночной петлей. Вяжем третий ряд узора. Кромочную сняли и вяжем. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых, косые. Раппорт связали. Второй раппорт также. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. И третий раппорт также. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. И для симметрии изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочная, изнаночная. Связали. И дальше у нас идет с вами четвертый ряд. Вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд вяжем. Кромочную снимаем. И здесь у нас снова будут сейчас 2 вместе, одной изнаночной. Начинается. 2 вместе, одной изнаночной. Накид, 1 изнаночная. В косе 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше опять идут 2 вместе, одной изнаночной. Второй раппорт также начинается. 2 вместе, одной изнаночной. Накид, 1 изнаночная. 6 лицевых. Третий раппорт. 2 вместе, одной изнаночной. Накид, изнаночная. 6 лицевых. Для симметрии вяжем 2 вместе, одной изнаночной. Накид, изнаночная. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 6-й ряд вяжем. Как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными петлями. 7-й ряд узора. Вяжем раппорт. Значит, здесь у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная. И в косе перекрещивание 6 петель направо. Снимаем 6 петель на правую спицу, меняем местами. Первые 3 за работой, следующие 3 с помощью левой спицы переснимаются перед работой на левую спицу. И вяжутся, как все 6 петель перекрещенные, лицевыми. Связали все 6 лицевых. Опять повторяем раппорт. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И перекрещиваем 6 петель направо. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли за работой. Следующие 3 петли с помощью левой спицы переснимаются с помощью правой спицы переснимаются на левую спицу и вяжутся как 6 лицевых. Сделали перекрещивание 6 петель таким образом. И все 6 провязали лицевыми. Связали второй раппорт. Третий раппорт у нас изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 петель перекрещиваем направо. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Перекрещиваем и вяжем все 6 лицевыми.
Для симметрии у нас 3 петли остались: изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. Таким образом, у нас остался 8 ряд изнаночный. Мы его вяжем, как смотрят петли. И повтор раппорта снова с первого ряда, девочки. Понятно, да? То есть всего раппорт составляет 8 рядов. Вот такой простой, в принципе, узор. Наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, измерить его плотность, потому что все дальнейшие расчеты у нас будут строиться именно на расчетной плотности. Так, вот делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец и тянем его. Тянем его, он влажный, очень податливый, хорошо тянется, так с ним приятно работать. Девочки, косы не надо отутюживать, косы должны оставаться рельефные. Наша задача привести данный образец в то состояние, как вот во влажном состоянии, какой он у нас станет после предполагаемой стирки. Да? То есть все намокло, представьте. И вот вы выкладываете мокрое полотно вязаное, и оно у вас сохнет в расправленном виде. Итак, девочки, образец полностью сухой, очень хорошо он выглядит. Давайте измерим ширину образца линейкой обычной. Измеряем. Итак, у меня это поближе к себе. Кромочная у нас тоже часто в расчете. В общем, как ни крути, это 14 сантиметров. 14 сантиметров, 32 петли участвует в образце. 32 разделить на 14, 2 целых, получается 3 десятых. Округляем в большую сторону. Запишем, девочки, в одном сантиметре. 2,3 петли умещается. Теперь по вертикали. Измеряем высоту образца связанного 15 сантиметров. Теперь надо посчитать, сколько рядов у нас в образце. Итак, у меня 32 ряда связанных, и мы разделим это на 15 сантиметров измеренных. Получается 2,1. Ну, если честно, 2, у нас тут 13, но мы возьмем 2, давайте 15 сотых. Это будет правильнее. В одном сантиметре 2,15 ряда. Вот такие у нас получились цифры для расчета. И сейчас с этими цифрами мы по выкройке будем составлять описание. В сегодняшнем расчете у нас будет участвовать вот эта выкройка, девочки. И мы с вами сейчас будем составлять описание для размеров 42-44 российские, 46-48 и 50-52. Сразу говорю про ширину. Ширина первого размера 49 сантиметров, ширина второго размера 55 сантиметров и третьего 60. Ширину я имею в виду спинку. Ну и полочки из этого следует также. Так. И сразу в петельном эквивалент переводим. Значит, 49 сантиметров мы умножаем на нашу плотность, которую мы только что рассчитали. В одном сантиметре 2,3 петли и получаем 113 петель. Второй размер я также поступила. У меня 126 петель. И по спинке на третий размер при ширине 60 сантиметров 137 петель получилось. И почему такое количество тут четное, тут нечетное, я сейчас поясню. Девочки, это связано с тем, что у нас идет с вами, должно быть четкое расположение раппортов, должна быть симметрия полотна, узоров, да, поэтому из этого все и следует. Смотрите, в
Значит, для первого размера 12 раппортов у нас будет по 9 петель. То есть наш раппорт, который мы с вами вязали, составляет 9 петель в ширину, да, и 8 рядов в высоту. Так вот, 9 петель я умножаю на 12, то есть 12 раз. Добавляю 3 петли для симметрии, как мы вязали в образце, ну и 2 кромочные. В сумме это дало 113 петель. Второй размерчик у нас шел 13 раппортов по 9 петель. Также 3 петли, крайне левые были у нас петли для симметрии, плюс 3. И плюс 4 лицевые еще добавились у меня с двух сторон по 2 петли лицевые, плюс 2 кромочные. Посмотрите, я вот здесь схематично изобразила, как у нас выглядит первый размер. Вот смотрите, значит, 12 раппортов по 9 петель, 3 петли слева для симметрии, ну и, соответственно, кромочные справа и слева. Вот, и это дало 113 петель. Исходя из вот этой логики нашего расположения узоров, у нас с вами формируются полочки, чтобы по плечу рисунки совпали. И сейчас об этом чуть позже. Так, и смотрите, далее по спинке на вырез горловины я сделала 45, 48, 49 петель. Ну, брала я 20 сантиметров в ширину. И у меня здесь еще участвовало... Ну, в общем, 20 умножить на 2,3 это плотность, да, то есть 20 на 2,3, ой, 20 умножить на 2,3, это будет вот 46. Надо, чтобы было нечетное число, чтобы на плечи пришлось одинаковое количество петель, поэтому я сделала 45 петель на вырез горловины. Все остальное это петли плеч. Получилось первый размер 34, второй 39 и третий 44 петли на плечи. Ну, как вы поняли, все детали вяжутся снизу вверх. Начинаем мы с планки резинкой 1 на 1. И, в общем-то, спицами номер 3 можно вязать резинку, или 3,5, да? А затем переходим на спицы номер 4 и уже вяжем узор спицами номер 4, распределяя именно так, как я вот вам порекомендовала. Конечно, вы можете по-своему как-то там расположить, свое количество петель заложить. Пожалуйста, конечно, это все у нас рекомендательный характер. Это у нас с вами проект, проектная часть, в которую всегда, в принципе, в реальной жизни вносятся коррективы. Так, вторая часть наша идет, это мы вяжем полочки, левую и правую полочки. Значит, на полочке набираем 63, 68, 75 петель. И это у нас уже вместе с планкой цельновязанной посчитаны. Это общее количество петель. И кромочные сюда вошли, и планки. И сейчас я вам покажу схематично, как это выглядит, чтобы у нас плечи по узору совпали, да? Спинка и полочки. Ну, исходим из первого размера, где у нас с вами шло 12 раппортов. То есть мы делим пополам, да, и вы видите, по 6 раппортов, по 9 петель у нас разделилось. Вот, это в сумме дает 9 на 6, это 54 петли, да. 8 петель я добавила, это планка наша цельновязанная, которая будет вязаться платочной вязкой. Ну и еще добавился одна кромочная, соответственно. Получилось 63 петли. Далее, значит, расположение узоров такое же, как вот здесь вы начинали, да? То есть понятно, что это левая полочка, и у нас расположение узоров идет также. Прямо сначала раппорты идут, да? Ну, соответственно, кромочные, потом идут 9. Потом идут 6 раппортов по 9 петель, да, и сюда мы добавляем еще 8 петель для цельновязанной планки. Ну и, соответственно, правая полочка вяжется зеркалица, да. Дальше. Для второго размера у нас будет с вами также 54 петли участвовать в узоре. То есть это также 6 раппортов по 9 петель. 5 лицевых я добавила крайне вот сюда правые. Ну и 8 петель планка. Также добавляется цельновязанная с левой стороны полотна. В сумме это 68 петель получилось. Тут еще вот кромочная.
Дальше у нас идет третий размер, всего 75 петель, 7 раппортов по 9 петель, добавили 3 лицевые, крайне правые, вот здесь начнутся кромочные 3 лицевые, затем идут 7 раппортов по 9 петель, ну и добавляется еще 8 петель, также планка цельновязная. И это 75 петель вместе с кромочной вот этой. Понятно, да? В принципе, ничего там сверхъестественного нет, все логично обосновано, да? У нас с вами будет V-образный вырез у нашего полочек формироваться. И поэтому смотрим, значит, из общего количества петель, которое у нас с вами пришлось на узор, мы с вами вычитаем петли плеч, да? Вот, и все, что осталось, будем закрывать. Это у нас по вырезу горловины. Значит, цельновязанная планка у нас остается неизменной, а закрытие петель идет убавки только в узоре. По узору идут. И у нас получается для первых двух размеров по 21 петле закрывается, для третьего 23 петли закрывается. Высоту я сделала 25 сантиметров. Можете отрегулировать под свое желание высоту вот этого V-образного выреза. У меня, если перевести в ряды, это составило 54 ряда. То есть 25 сантиметров высоту я умножила на плотность по вертикали. 25 на 2,15 мы тоже считали. Получается 54 ряда. Вот наша плотность по вертикали. 2,15 в 1 сантиметре ряда. Так, и для чего я вам сейчас это все продемонстрировала, вот этот расчет рядов по вырезу горловины? Для того, чтобы равномерно посчитать наши убавки. Они должны идти через равные интервалы, понятно, да? То есть 21 петля через равные интервалы. Закрывается у нас, смотрите, 54 надо разделить на 21. 54 ряда надо разделить на 21 петлю, которую будем закрывать, и получим 2,5 число. Ну, два варианта возможных закрытий. Значит, сочетать, то есть чередовать. Первая убавка у нас будет во втором ряду, вторая убавка в третьем ряду, во втором, в третьем. И так чередуем 21 раз. Второй вариант. Вы в каждом втором ряду, так это более удобный вариант, в каждом втором ряду вы делаете убавки, это очень удобно, либо в каждом лицевом, в зависимости от полочки, либо в каждом изнаночном ряду делаются убавки, в каждом втором, да, и все, что остается, уже когда у вас на спицах уже петли плеч, то есть 34, 39 или 44 петли, вы просто вяжете полотно до нужной высоты. Ну, это, конечно, должна быть высота спинки. Они должны совпасть, правильно? Все. Никак это не повлияет на красоту изделия, но на удобство повлияет. То есть выбирайте, девочки, для себя любой вариант, который вам нравится. Так. При вязании цельновязанной планки, которая вяжется платочной вязкой, надо предусмотреть укороченные ряды. Дело в том, что платочная вязка имеет другую плотность, чем наша с вами лицевая гладь, скажем так, в узоре, который используется, и она будет тянуть, подтягиваться. Поэтому, пожалуйста, ну, приблизительно в каждом шестом-восьмом ряду предусматривайте эти укороченные ряды, девочки. Это важное условие. Иначе будет все вот тут топорщиться по планке и некрасиво смотреться полотно. Ну, это для опытных вязальщиц не проблема. Ну, а если вы новичок в вязании, пожалуйста, посмотрите видео про укороченные ряды. Это не сложно, совершенно несложный вариант. И если я не забуду, я обязательно оставлю ссылочку под видео. Где-то я уже в каких-то кардиганах демонстрировала этот момент, как вязать эту планку укороченными рядами. Там незаметно совершенно получается. Нет никаких дырок, специальный такой способ есть. Вот, поэтому думаю, что справитесь.
найдете даже, если я подзабуду разместить эту ссылку. Девочки, смотрите, высота проймы у нас с вами планируется 20, 22 и 24 сантиметра, в зависимости от размера. Высота, общая высота изделия заложена мною в проекте 60, 62, 64 сантиметра, в зависимости от вашего размера, да. Поэтому, конечно же, эти мерочки у меня будут в описании под видео участвовать. То есть я буду говорить, на какой высоте, переводить сразу в ряды. То есть вот у меня от нижней планки до начала формирования выреза горловины стоят мерки 28, 30 и 32 сантиметра. Я их сразу перевела в ряды с помощью вертикальной плотности. Когда я буду вязать, я буду обязательно считать эти ряды. Понимаете, да? Обязательно считайте рядами, но не меряйте сантиметрами. Это неправильно. Мы специально посчитали эту вертикальную плотность, чтобы нам заложить с вами этот коэффициент растяжения. После стирки изделие вытягивается и становится значительно, деформируется полотно, вытягивается оно, понимаете, и длиннее становится намного. И это характерно для всех видов пряж. У кого-то оно более там или менее растяжимо. То есть это, конечно, зависит от пряжи, но это всегда присутствует в вязаном полотне. Но если, конечно, вы не стираете хлопок в кипятке, да, если в кипятке постираете, то оно все сядет, и тут уже ничего не сделаешь, просто на выброс изделия. Так, и к рукаву давайте перейдем. Рукав у нас с вами такой без оката вяжется, упрощенный вариант. Также начинаем с нижней планки резиночкой 1 на 1, 7 сантиметров в высоту. Набор у нас идет 45, 47, 49 петель по размерам. И в последнем изнаночном ряду мы добираем петли на все размеры, чтобы было 68 петель. И переходим на вязание узора. Располагаем с вами петли вот таким образом. Смотрите. Значит, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раппортов по 9 петель, 3 петли для симметрии и кромочной с двух сторон. И все это дало в сумме 68 петель. И затем у вас идут прибавки по скосу. Они все будут индивидуальные в зависимости от размера, чтобы в итоге в самой широкой части рукава у вас получилось первый размер 90 петель, второй 100 и третий 108 петель. То есть надо будет прибавить для первого размера, в моем случае, 11 петель, 16 и 20 петель. Возможно, у вас будет другая пряжа, другая плотность, вы пересчитайте, пожалуйста. Я брала вот высоту проймы, умножала ее на 2, то есть у нас двойной размер в рукаве, да, и умножала на плотность по горизонтали. Получала количество петель. Вот. Теперь важный момент, как прибавки эти сделать по скосу. Равномерные тоже. Прибавки у нас идут справа и слева одновременно и на равных расстояниях. Опять применяем тот же принцип, как по V-образному вырезу. Считаем высоту скоса. У нас, в моем случае, если длина рукава берется 46 сантиметров, у вас это будет индивидуальная мерка. Рост у нас у всех разный, соответственно, руки разные, да, поэтому я беру усредненный вариант 46 сантиметров, и в моем случае от нижней планки до окончания рукава это 39 сантиметров. Мы умножаем на вертикальную плотность, получаем 84 ряда. И 84 ряда надо разделить на 11. Это для первого размера. Я сейчас показываю на примере. 84 разделить на 11, девочки, получится число 7 и 6. Я предлагаю вам следовать такому же принципу удобному, когда вы берете просто в каждом 7-м ряду делаете прибавки, а затем просто вяжете на нужную вам высоту, довязываете, да, уже сформировавшиеся те же 90 петель. Понятно, да? Ну и тут я тоже по такому же принципу расчета делала. Все читайте в описании. Не буду занимать время нашего видео, потому что оно получается очень длинным.
Почитайте самостоятельно инструкцию. В принципе, все, что можно, я вам доложила, скажем так, объяснила цифры, откуда они взялись в нашем описании, объяснила принцип расчета. Ничего сложного нет, всегда мы так считали, и во все времена так считалось трикотажное полотно с использованием плотности по вертикали, по горизонтали. Это не новое, это не вновь изобретенная конструкция, да? Поэтому я думаю, что ничего нового нет, и все девочки, которые уже вязали, имеют опыт вязания, все это смогут самостоятельно осилить, понять, пересчитать в случае, если пряжа другая, плотность другая. Я желаю вам, мои хорошие, удачи, до новых встреч!